Привет! В этом видео я дам крайне эффективный инструмент, который позволит моментально повысить интерес к тебе практически любой женщины. И даже в ситуации, когда изначальная значимость к тебе находится на очень низком уровне. Она женщина, практически не проявляет к тебе никакой активности, никакой инициативы. Она не пишет тебе. Именно в этот момент мы и будем применять эту пуленепробиваемую провокацию. Давайте с этим разбираться, парни. У каждого в жизни была такая ситуация, особенно в начале знакомства, в начале отношений, в начале переписки, когда стартовый интерес к тебе практически нулевой. Женщина сама не пишет, она редко отвечает, она коротко отвечает, понятно, ясно. Я думаю, каждый сталкивался с подобными сообщениями. Вкупе с тем, что женщина красивая, не какая-то серая мышка, а, например, такая, которая находится на другом уровне относительно тебя. Более статусная, более объективно привлекательна и так далее. Что в этот момент ты ощущал? Вспомни. Уровень дофамина растет вверх, и приходит ощущение, вспомни его, когда ты теряешь контроль над собой, над своими действиями. То есть ты не контролируешь все, что происходит. На тот момент ты, может, это не осознавал, но сейчас прокрути это в голове, вспомни это чувство. Как обычно мужчина действует, когда происходит данный этап взаимоотношений? Он старается быть более безопасным. Не совершить, не дай бог, каких-то ненужных действий, чтобы ни в коем случае не спугнуть. Буду потихонечку, помаленечку, так же безопасно. Вот я сейчас высчитаю 3 дня с момента, когда она мне написала, и отвечу ей. Ведь я прочитал в интернете, что так правильно. На самом деле, чем мужчина занимается? Занимается фигней. Почему? Да потому что мужчина не учитывает один нюанс. Что вот этот путь, когда ты терпишь, чтобы ничего не испортить ни в коем случае, он всегда в долгосрочной перспективе ведет к повышению значимости той девушки, с которой ты взаимодействуешь. И что в конечном итоге всегда приводит к страданиям. Потому что, входя в отношения, где сильную позицию занимает эмоциональная и непостоянная женщина, это всегда обречено на провал. Я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Поэтому в этот момент, переломный момент, когда тебе страшно, когда ты чувствуешь, что не контролируешь ситуацию, нужно действовать не более безопасно, чтобы ничего не испортить, а более рискованно. Идти ва-банк. Это единственное правильное решение, которое позволит тебе занять сильную позицию в дальнейшем. Что мы делаем? Нам для начала нужно вызвать первоначальный интерес. Потому что изначально-то его нет. Соответственно, чтобы женщину как-то дальше раскачивать по эмоциям и выводить в отношения, интерес этот нужно зародить. И делать мы это будем через провокацию, которая будет основана на чувстве незавершенности. Я думаю, каждый из вас сейчас может вспомнить такую ситуацию в жизни, и у каждого она была, когда ты созвонился с девушкой или с каким-то своим знакомым, здесь не важно, это работает в обе стороны, и у вас состоялся какой-то эмоциональный, насыщенный, такой энергичный, яркий разговор. И вот вы разговариваете, она рассказывает какую-то историю тебе, и вдруг в один момент она говорит: извини, ко мне здесь пришли, давай в другой раз созвонимся, и кладет трубку. Вспомни это ощущение. Это ощущение, как будто тебя, поимели слово грубое, не будем его употреблять, но использовали в хорошем смысле. То есть тебе хочется еще. Тебе дали этих положительных эмоций и сразу забрали их. Вспомни этот диалог и ощущения. И те свои ощущения, которые ты испытывал после того, как вы в следующий раз созвонились. Я думаю, ты общался с гораздо большим желанием, большей вовлеченностью в этот диалог. Так это и работает. На этом мы и будем играть.
Мы будем проявлять инициативу, да-да, ты не ослышался, но в урезанном формате. То есть мы берем телефон девушки, которая нам нравится, безумно нравится, да? Набираем ее и проводим позитивный эмоциональный диалог. Рассказываем какую-то историю, в общем, общаемся. И после этого на пике, когда ты почувствуешь, что пора, мы обрываем диалог словами: слушай, сейчас не могу больше говорить, давай созвонимся попозже. И кладем трубку, не дожидаясь ответа. Это важно. После чего в этот день мы пропадаем, мы больше не звоним сами. На следующий день, возможно, через несколько дней, там уже сам смотри по ситуации, мы можем заново инициировать общение. И ты сразу почувствуешь, что интерес женщины к тебе заметно вырос. Ты можешь услышать такой вопрос, что: слушай, а куда ты пропал-то? Я ждала, что ты позвонишь, а ты не позвонил. Большая вероятность, что вот в эти 2 дня, пока мы будем выжидать, она напишет нам сама. Работает ли это в переписках? Да, работает. Но в меньшей степени. То есть гораздо эффективнее, когда ты, конечно же, общаешься голосом. Потому что всю энергию и все эмоции девушка хорошо считывает. А для подобной провокации, когда мы обрываем общение на пике, это очень и очень важно. Какие плюсы мы получаем от данного инструмента? Во-первых, при следующем контакте, когда мы будем общаться с женщиной, ты увидишь большую отдачу в общении, большую инициативу, больший интерес. Второе. Она увидит, что ты не зациклен на ней, что у тебя есть своя насыщенная жизнь, что тебя там кто-то отвлекает, и это важнее, чем она. Круто? Несомненно. Третий плюс. Она увидит, что ты не боишься. И это крайне важно. Потому что девушки вообще, да, в принципе, и особенно красивые девушки, они привыкли сами завершать диалог. Почему? Ну, потому что приходится. Ведь у парней, естественно, завышается значимость до небес. И такая опция, как завершить диалог первым, у них просто отсутствует. Я очень часто вижу, читаю ваши скриншоты переписок, которые вы мне присылаете, и отчетливо вижу тот переломный момент, когда диалог становится уже унылым, становится скучным. То есть начинаются вот эти слова ясно, понятно, на что мужчина все равно продолжает высылать какие-то смайлики и поцелуйчики. Казалось бы, прекрати ты этот диалог прямо сейчас, и ты был бы гораздо эффективен в этот момент. Но нет, высокая значимость делает свое темное дело, к сожалению. Вообще завершать диалог первым — это такая лайтовая версия. А завершать разговор на пике, не дожидаясь реакции собеседника, это уже для уверенного, продвинутого пользователя. У тебя могут возникнуть вопросы: а не будет ли являться то, что мы проявляем инициативу перед этим, не приведет ли это к провальному балансу? В данном случае нет, не приведет, потому что сама данная провокация будет как бы нивелировать этот эффект. То есть мысль проста. Чем большее чувство страха тобой одолевает в общении с данной девушкой, тем решительнее ты должен быть. Не быть более безопасным, да, чтобы ничего не испортить и правильно ответить и как-то действовать. А наоборот, идти ва-банк. Брось вызов своему чувству страха. Как только ты чувствуешь, что значимость пошла вверх, что ты не контролируешь ситуацию, начинай действовать. Ни в коем случае в этот период не нужно плыть по течению, потому что течение всегда тебя вынесет к страданиям, к расставанию. Оно нам нужно, оно нам не надо. Кстати, еще забыл такую мысль, что данная провокация хорошо будет работать, если мы не пытались прям уж сильно так нарочито понравиться женщине. И она это прям видела. Чем меньше начальная точка входа, то есть в идеале это первые переписки, там, встреча одна прошла, да? То есть в начале прям отношений, где ты явно не показывал свои намерения, но ты чувствуешь, что девушка отдаляется, теряет интерес.
А ты же уже со своей стороны уже мечтаешь о том, как вы будете растить общих детишек. Да? Вот. Убирай всю романтизацию и начинай действовать. Только так ты сможешь быть эффективным и повысить к себе интерес. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.